Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Эдельман. Сегодня речь пойдет об одном из самых удивительных людей 20 века, а может и не только 20-го, об Уинстоне Черчилле. Спасибо нашим патронам на платформе Patreon, спасибо нашим спонсорам на YouTube. Без вас этой записи не было бы. Если кто-то еще хочет нас поддержать, вы всегда можете подписаться на пожертвования. Спасибо вам! В декабре 1941 года Черчилль выступал в Канаде, и фотограф Юсуф Карш делал его портрет. Черчилль сидел, время суровое, война, он многим был встревожен, озабочен. Карш примеривался, вставил камеру, а в последний момент подошел к Черчиллю и вытащил у него из руки сигару, с которой, как мы знаем, великий премьер никогда практически не расставался. Черчиллю это не понравилось, конечно, и он так как-то несколько, не агрессивно, может быть, но тревожно посмотрел на фотографа, и вот этот момент он и запечатлел. Так появился знаменитейший портрет Черчилля, который называется «The Roaring Lion» – «Ревущий лев», «Рычащий лев». И вот таким, конечно, мы его себе и представляем. Насупленным, мощным, уже стариком, который вершит судьбами мира, жующим сигару, бульдогом, или, конечно же, показывающим свое знаменитое «Виктори». Но он, конечно, далеко не всегда был таким. Черчилль вообще-то прожил огромную жизнь. По сути дела, он прожил несколько жизней. Вот очень интересно, что он в молодости считал, что он в лучшем случае доживет до 40 лет. Его отец Рэндольф Черчилль, которого Черчилль очень любил, боготворил буквально, умер довольно рано. Но он умер от сифилиса, Черчилль это далеко не сразу узнал. Но вот эта вот ранняя смерть отца произвела на него впечатление, он думал, что он тоже быстро умрет. Но вообще-то он прожил с 1874 по 1965 год. Огромную жизнь. В 1953 году Черчилль был в Монте-Карло, он вообще любил играть в казино, и у него был удар. И было непонятно даже, выживет он или нет. Он, кстати, тут же сказал своему помощнику: «Я хочу умереть в Англии, поклянись, что это будет так». И тут же военно-воздушные силы английские, несмотря на протесты врачей, которые говорили, что его нельзя перевозить, они его доставили в Англию. После этого Черчилль прожил еще 12 лет. Вот в этот момент, по распоряжению молодой королевы Елизаветы, которая очень любила Черчилля, у них вообще такие были очень близкие отношения, Елизавета приказала начать разрабатывать операцию под названием «Hope Not» – «Надеюсь, нет». Это были продуманные в деталях, прописанный порядок будущих похорон Черчилля. Над этим документом работали очень долго. Кстати, интересно, что Черчилль тоже принимал в этом участие, обсуждал, высказывал какие-то свои соображения. И в конце концов, это был документ более чем на 400 страницах, где все было прописано, кто должен быть приглашен, где и как это будет происходить. Было решено так, что тело Черчилля будет выставлено для торжественного прощания в Вестминстерском аббатстве, конечно же, в главном святилище Великобритании. А дальше поминальная служба произойдет в соборе Святого Павла, в другом важнейшем месте для англичан. И не случайно выбрали именно это, хотя можно было оставить его в Вестминстере. Но в соборе Святого Павла отпевали адмирала Нельсона после его гибели в Трафальгарской битве и отпевали герцога Веллингтона. Двух военных героев. Соответственно, было решено, что поминальная служба будет там. Что делать дальше с его телом, тоже обсуждалось. Вестминстерское аббатство, где похоронено множество великих британцев, конечно же, сказала, что Черчилль может быть захоронен здесь. Но он сам сначала сказал, что он хочет, чтобы его кремировали и похоронили в его имении в Кенте, рядом с его двумя любимыми собаками. Потом все-таки он решил, что он хочет лежать на кладбище рядом с местом, где он родился, со дворцом Бленхейм, родовым имением герцогов Мальборо, рода, к которому он принадлежал по отцу, на том кладбище, где похоронен его отец. Там его и похоронят. При этом тоже он давал разные указания. Черчилль всегда любил давать указания, иногда даже слишком много. Говорил: не забудьте, что я очень люблю, когда играют военные оркестры. Вот чтобы много военных оркестров играло.
И много разных других деталей. Но в Лондоне есть удивительный музей. Буквально это переводится «военные комнаты Черчилля». Ну, наверное, правильно сказать «бункер Черчилля». Это огромное такое подземное помещение, куда во время бомбежек Лондона во время Второй мировой войны переместился и офис самого Черчилля, и его помощников. И это целый такой действительно, ну не скажу город, но это огромный комплекс, где была, естественно, комната карт, и где собирались крупнейшие командующие, где обсуждалось множество вещей, шифровальщики, где была личная комнатка Черчилля. Он, кстати, очень мало ночевал под землей, он не хотел проявлять вот эту вот какую-то опасность, но необходимо было, конечно, обеспечить ему возможность нормально работать. И вот в этом удивительном музее там показывают запись похорон Черчилля. Вот эти улицы, запруженные невероятным количеством народа, представители чуть ли не всех стран мира, съехавшиеся сюда. И то, как гроб с его телом на лафете, естественно, пушечным везут от Вестминстера в собор Святого Павла, затем по реке до вокзала Уотерлоо и оттуда уже к месту захоронения. Это производит невероятное впечатление, смотришь прямо со слезами на глазах, как это еще снято поразительно. И здесь, конечно, многое становится понятно. Вот это его невероятное величие, его грандиозная роль в английской истории. Ну, а одновременно какие-то вот такие удивительные детали, вроде того, что, ну, собачек своих любил, хотел рядом с ними лежать. И любил военные оркестры, и, чтобы вы не забыли, что я их люблю. Вот это тоже, в этом тоже есть Черчилль. И Черчилль, конечно, невероятно интересен не только потому, как велика его роль в победе над фашизмом. Он интересен грандиозностью своей личности. Есть люди, которые им восхищаются, но все знают, что некоторое время назад на BBC проводили опрос, и большинство британцев проголосовало за то, что он самый великий британец всех времен и народов. Но кто-то с этим спорит, кто-то совсем не любит Черчилля. В советское время, конечно, его всячески бранили, обзывали империалистом. Ну, он, конечно, был империалистом, он, конечно, хотел сохранить империю. Есть масса к нему других претензий, и некоторые совершенно глупые, беспочвенные, некоторые на чем-то основанные, ну, мы еще о каких-то из них сегодня поговорим, но при этом, в общем, конечно, даже его враги признавали невероятный масштаб его личности. Он ухитрился за свою долгую жизнь настроить против себя поразительное количество людей. Он с кем он только не переругался. С военными, с политиками, с собратьями по партии. А партию он, кстати, менял несколько раз. То есть тяжелый был человек. Он орал на своих секретарш. Он доводил до изнеможения своих помощников. При этом все его любили. Вот даже те, кто кричали, что ни за что Черчилля в правительстве никогда, об этом тоже еще сегодня пойдет речь, они тоже признавали, как он потрясающе говорит, как он замечательно пишет. Интересно, что некоторые люди считают, что главные заслуги Черчилля вовсе не политические, а литературные. Нобелевскую премию он по литературе получил, между прочим, за свою историю англоязычных народов. А он всю свою жизнь писал книги, писал замечательным английским языком и произносил совершенно потрясающие речи, многие из которых вошли в историю не только из-за того, в какой момент они были произнесены, но как они были произнесены, какие фразы были сформулированы. У него, конечно, осталось множество остроумных замечаний, красивых афоризмов и много другого. И, наверное, вот я, готовясь к этой лекции, думала о том, что вот мне прежде всего интересно, как он развивался. Он был свободным человеком. Мало кто из британских парламентариев мог решиться сначала стать членом одной партии, потом перейти в другую, потом вернуться в первую. Это к Черчиллю было тоже нелегко. Но он следовал каким-то своим внутренним соображениям. Ну, уж совсем мало кто из младших офицеров может себе позволить давать указания генералам. Это невероятно раздражало военных, а Черчилль мог себе это позволить. И много-много другого. Ну, конечно, можно сказать, просто он был нахальный. Был, безусловно. Самоуверенный еще как. Ну, что значит самоуверенный? Он был уверен в себе.
он себя, в общем, адекватно оценивал. Надо сказать, что довольно раннего возраста он говорил о том, что он предназначен для великих дел. Вот он очень интересовался вообще Наполеоном, и так же, как Наполеон, он был уверен, что у него есть его звезда. Ему везло невероятно. В тех многочисленных войнах, в которых он участвовал в молодости, пули свистели рядом с ним, разрывались снаряды, которые убивали людей, стоявших буквально вот в 2 шагах от него, или же падали на то место, где он только что стоял и отошел. А ему везло. И он считал, что это не случайно. Ну, может, и правда так. Но, конечно, по-настоящему величие его стало понятно далеко не сразу. Но начнем сначала. Черчилль в своей жизни неоднократно, рассуждая о разных людях, обращал внимание на их тяжелое детство и потом говорил, что, а может быть, если бы детство этого человека не было таким тяжелым, то не выковался бы его характер, и он не стал бы таким великим. И похоже, что каждый раз в этом случае он думал о себе. Но, с одной стороны, его детство прекрасное. Сын сына герцога Мальборо, титул ему не светил. Благодаря этому, кстати, он именно и выбирался в палату общин, иначе бы он сидел в палате лордов. Сын Рэндольфа Черчилля из древнейшего рода, его предки сражались в битве при Гастингсе в XI веке. Главный, самый знаменитый его предок – это великий полководец герцог Мальборо начала XVIII века, который в своей жизни не проиграл ни одного сражения. Среди многих книг, написанных Черчиллем, будет и биография герцога Мальборо. Его мать Дженни Джером, дочь богатого американского, ну, иногда говорят, миллионера. Ее отец довольно сильно растратил свое состояние, но, во всяком случае, скажем так, богатого американца. У Дженни и Рэндольфа вспыхнуло чувство буквально при первой встрече. Очень родные не хотели этого брака, но брак все-таки был заключен, они настояли на этом, и родятся 2 сына. Уинстон будет старшим. Так что, казалось бы, о чем тут речь? Да? Какое тяжелое детство. Когда читаешь про детство Черчилля, душа обливается кровью. Жалко его невероятно. Вот эти его родители, которых он обожал, молился буквально на отца. Мать была важнейшим человеком в его жизни. А родители им практически не интересовались. Мы можем сказать, это, конечно, викторианское воспитание. Children should be seen, not heard. Да, дети должны быть видны, но не слышны. Но, как кто-то из современников потом сказал, что даже по критериям того времени они были плохими родителями. То есть они вообще им не занимались. У него была гувернантка, миссис Эверест, которую он обожал совершенно. Она вот за ним следила, писала ему трогательные письма, когда он был в школе. Родители, ну, как водится, естественно, его очень быстро отдали в закрытую школу. И тут сразу начались проблемы, потому что Черчилль вел себя очень плохо, учиться совершенно не хотел, делал замечания учителям, говорил, что вот это не так, и то не так. В первой школе нравы были ужасающие, там пароли просто до крови, и ему это выпадало очень часто. Перевели в другую школу, где было полегче, но тоже было непросто. При этом все его письма, сохранился огромный архив Черчилля. 18 тонн или что-то в этом роде весят все его бумаги. И он все время пишет родителям: мамочка, папочка, приезжайте ко мне. Вот у меня там завтра какое-то выступление в школе, конкурс, кто больше выучит наизусть строк Шекспира. Я надеюсь победить. Они не приезжают. В лучшем случае присылают гувернантку с младшим братом. Умоляет все время: возьмите меня на каникулы. Они берут его на каникулы, только сами в этот момент уезжают за границу. Несколько раз лорд Рэндольф, отец, был в городе, вот одна из его школ находилась в Брайтоне, он был по делам в Брайтоне и не заехал повидаться с сыном. То есть сегодня, конечно, это представить себе невозможно. Черчилль сам будет очень заботливым отцом, и уже через много лет он со своим сыном, тоже Рэндольфом, названным в честь отца, он долго разговаривал после обеда, а потом сказал: ты знаешь, мы сегодня с тобой говорили дольше, чем я говорил с моим отцом за все время его жизни. И это, конечно, была его невероятная боль. Хотя он потом всегда будет вспоминать отца с восторгом, он тоже напишет его биографию. В общем, жилось ему непросто. Дальше
Он поступает в Хэрроу, в такую изысканную, элитарную, очень замкнутую школу. Тоже там у него не просто идут занятия, но здесь уже больше, конечно, ценят его таланты, его, конечно, огромные знания истории, его прекрасный стиль, который уже в это время. Но, в общем, ему тоже нелегко. Дальше в какой-то момент отец его спрашивает: слушай, может, ты военным хочешь стать? И Черчилль, который совершенно до этого про это не думал, но уже отец в кои веки чем-то поинтересовался, говорит: да, я хочу быть военным. Его тут же в Хэрроу переводят в военный класс, что ему ужасно не нравилось, потому что он хотел заниматься гуманитарными науками, а там было очень много математики, которую надо было сдавать. И плохо это все происходило, но он очень старается. И понятно, что с его успехами, вот особенно по математике, так сказать, успехами, какие-то самые лучшие заведения военные, шансов туда поступить нет. Он поступает в военную академию Сандхерст, причем поступает с 3-го раза. Он никак не мог сдать экзамены. Родители были в ярости. Вот отец был разочарован, ничего из него не выйдет. Он пишет матери своей, герцогине Мальборо: наверное, придется отправить его в бизнес. Знаете, для потомка герцогов Мальборо заниматься бизнесом – это, конечно, какой-то позор совершеннейший. Но и Черчилль, стиснув зубы, его там отдают, как бы сейчас сказали, репетиторам, на курсы, он готовится. На 3-й раз он, наконец, сдает все экзамены. Там система была такая, что разное количество баллов для обучения на пехотинца и на кавалериста. И вот интересно, что, насколько я понимаю, в русской армии в это время кавалерия, конечно, считалась куда более престижным родом войск. А лорд Рэндольф хотел, чтобы сын попал в пехоту. И, кстати, для пехоты в Сандхерсте требовалось больше баллов. Но он не набрал. А Черчилль вообще прекрасно ездил верхом. И он хотел быть кавалеристом. Но тут была проблема в том, что его родители, которые ни в чем себе не отказывали, жили очень такой богатой жизнью, представительствовали, путешествовали, они растратили очень много денег. А кавалериста жизнь дороже. Надо содержать лошадей, надо много сбруя и так далее. В общем, в тот момент, когда Черчилль, наконец, с 3-го раза поступил, написал отцу, как я счастлив, а тот в ответ даже не поздравил, а прислал в ответ такую выволочку, что ты чему радуешься, что ты на кавалерию всего лишь поступил. Тот бедняга, конечно, в очередной раз был очень удручен. Дальше он учится в Сандхерсте и выпускается оттуда офицером. Дальше, что характерно, Черчилль очень переживал, что он никогда не учился в университете. Ну и дело даже не в том, что, понятно, Оксбридж, Оксфорд, Кембридж – это не только возможность поучиться, но для британской элиты, для выпускников школ вроде Итона или Хэрроу, это возможность завести связи, которые потом в политической жизни будут им помогать. Ну, у Черчилля связей, конечно, было полно благодаря его рождению, но ему как раз не хватало образования. Он очень переживает по поводу того, что у него нет основательного образования. Ну, он учился в Хэрроу, конечно, в школе, а дальше у него было военное образование. А вот история, философия, экономика – все это он будет наверстывать сам. Он составит для себя огромную программу самообразования и будет читать, читать и читать. Дальше будет такой период в его жизни, когда он будет читать протоколы заседаний парламента за предыдущие десятилетия. При этом он действовал следующим образом. Значит, там ставится какой-то вопрос на обсуждение, он пишет свои соображения, вот как бы он решил этот вопрос, потом он читает все прения внимательно, и потом он корректирует то, что он до этого написал. То есть он еще будучи военным, он, конечно, готовился к политической жизни, и он вникал во все то, чем ему предстояло заниматься. Он, конечно, в какой-то мере это уже чувствует. Дальше, значит, он выпущен в чине младшего офицера. Отец к этому времени уже умер. Страшный для него удар. Но он начинает свою службу, и тут же оказывается, что этот вот молодой офицерик, что-то он служит странно. Он поступает в свой полк, в котором он должен находиться, выезжать на учения и так далее и тому подобное. Ему не сидится. Он хочет на войну. 1895 год, ему 21 год, в этот момент на Кубе, которая все еще колония Испании, восстание против испанцев, испанцы его подавляют. Он со своим другом получает разрешение отправиться на Кубу, прикомандирован к испанским войскам,
и участвует, ну как бы наблюдает, но он никогда не наблюдал просто. Он, конечно, участвует в этой войне. Потом его обвиняли, что он вроде бы как поехал к испанцам и поддерживал повстанцев. Но он непонятно кого поддерживал. Он, конечно, ощущение такое, что он просто получал кайф от того, что он находился под пулями. Возвращается оттуда, а тем временем его переводят в Индию, где стоит в этот момент, конечно, огромное количество британских войск. Он переезжает в Индию, где ему невероятно скучно, где ничего не происходит. В этот момент он разрабатывает этот свой длинный список самообразования, он очень много читает. Мать ему присылает книги, он ей пишет списки, она присылает книги, она присылает вот эти вот протоколы парламентских заседаний. Ну и как-то, в общем, совершенно нечем заняться, разве что в поло он все время играет. Вот это его такое развлечение. Тем временем на севере британских владений, ну сегодня это уже Пакистан, вспыхивает восстание против британского владычества в месте под названием Малаканд. Полк Черчилля в совершенно другом месте находится, в Бангалоре, но он начинает добиваться того, чтобы его туда отправили. Он в другом полку. Тогда он отправляется туда как журналист. Он все время, конечно, пользуется связями матери. Она договаривается, что он будет писать статьи. И он отправляется в Малаканд, где уже масса с ним всего происходит, где на него мчатся враги, где пули чуть в него не попадают. Невероятное количество разных военных приключений. Он выходит из этого целым и невредимым. И вскоре после этого он выпускает книгу, которая называется «История Малакандской действующей армии», которая получает довольно хорошие отклики. Она написана живо, увлекательно, интересно. Описывается ситуация здесь на севере Индии, описываются военные действия. Конечно, его коллеги и его начальство немножечко удивлены, потому что он, конечно, рассуждает о том, что генерал такой-то здесь сделал не то, а командование тут поступило не так, а надо было делать... Он младший офицер. Однако он, конечно, позволяет себе очень много. Здесь проявляется уже несколько черт, очень важных для будущего Черчилля. Конечно, его абсолютная какая-то безбашенная храбрость, его самоуверенность, его определенное такое презрение к авторитетам, его литературный талант. У него часто были проблемы с деньгами, и с этого момента он очень много зарабатывает журналистикой и литературным творчеством. Он, кстати, в этот момент начнет писать роман. Он еще и роман напишет. Но роман как раз не будет его великим достижением Саврола. Это будет такое, конечно, тоже рассуждение в художественной форме, рассуждение о политических проблемах. Но характерно, что он пишет роман, он пишет статьи, он пишет вот историю Малакандской действующей армии, и он рвется туда, где что-то происходит, а вот не просто сидеть в Бангалоре, играть в поло, пить виски. У него начинается депрессия от этого бесконечного, бессмысленного такого времяпрепровождения. Он берет отпуск, он приезжает в Лондон. И между тем выясняется, что пока он там сидит в Индии, где ничего не происходит, англичане воюют в Судане, в Африке. Это конец 90-х годов. Англия расширяет свои колонии, особенно в Африке. И здесь много разных проблем. Но вот в частности на территории нынешнего Судана за некоторое время до этого некий человек объявил себя пророком Махди, создал такое религиозное государство, фанатичное очень, и сражается с англичанами. Знаменитая история, ставшая частью такого имперского, империалистического культа, это гибель генерала Гордона, как раз вот сражавшегося с этими повстанцами. И вот в этот момент, когда Черчилль в отпуске в Англии, знаменитый генерал лорд Китченер ведет кампанию, из Египта отправляется в Судан. Черчилль просто невероятно хочет попасть в Судан тоже. Он пускает все свои связи, мать всех своих великосветских знакомых теребит, она пишет самому Китченеру. А Китченер не хочет Черчилля, он уже открытым текстом говорит, он мне не нужен, у меня нет вакансий, а если будут вакансии, то я кого-нибудь другого возьму, чем этого мальчишку нахального.
Он его не хочет. Он все-таки получает назначение очень сложным путем в результате разных интриг. Китченер, в общем, уже махнул рукой, ладно, приехал. И он участвует в знаменитой битве при Омдурмане, где британское войско сражалось с намного превосходившим его количественно войском этих суданских дервишей, как они говорили. И британская армия победила и разгромила повстанцев. Черчилль, опять же, рвется в гущу битвы, тоже там вокруг пули свистят, он в восторге совершеннейшем. А дальше, возвращаясь обратно, он пишет книгу, он уже по дороге обратно в Англию, он начинает собирать материал для книги, он опрашивает людей, участников, и пишет книгу «Речная война», имеется в виду война на территориях вокруг Нила, где тоже, с одной стороны, очень живо и ярко все описывает происходящее, с другой стороны, раздает свои оценки, совершенно не стесняясь, не соблюдая субординации. При этом тоже здесь вот еще одна интересная вещь. Черчилль, конечно, был империалистом. Он, конечно, сохранял империю. Одной из трагедий его жизни будет то, что как раз на его глазах и в тот момент, когда он будет у власти, Британская империя будет терять свое могущество и разваливаться. Но до этого пока далеко. Но при этом он всегда выступает за, ну, скажем так, за джентльменское ведение войны. Он в ужасе от того, как английские солдаты поступали с пленными в этой войне, как добивали раненых. Он возмущен тем, что гробницу Махди, вот этого основателя государства, разгромили и осквернили после победы над восставшими. И он не стесняется говорить об этом. Война войной, но должны соблюдаться правила. Это будет для него, кстати, очень важно в течение многих лет. Между тем, это 98-й год, и на другом конце мира начинается другая война. Начинается Англо-Бурская война, которая вызывает огромный энтузиазм и такой взлет национализма по всей Англии. И Черчилль, конечно, он не может этого пропустить. Никто тоже не хочет его приписывать к своему полку. Он едет как журналист. Он уже достаточно известен как журналист. Он все еще в отпуску там в своем полку. И он отправляется в Южную Африку как журналист. Вся, в общем, их семья будет участвовать, его брат будет сражаться, их мать соберет огромные пожертвования и создаст такой плавучий госпиталь, то есть она оборудует целый огромный корабль, где будут прекрасные медицинские инструменты, лаборатории, и приплывет тоже на юг Африки. Кстати, первым, кто там будет лечиться, будет ее младший сын Джейк, раненый в бою. А Черчилль в упоении, значит, присылает свои репортажи в Англию. Он, конечно, тоже в самой гуще событий. Здесь возникает проблема. Журналисты вообще не должны сражаться. Журналистов не должны трогать враги, но они не должны участвовать в сражениях. В какой-то момент Черчилль на поезде едет с английскими войсками к линии фронта. Выясняется по дороге, что буры разобрали железную дорогу. Дальше ехать невозможно. Они попали в засаду, на них нападают. Черчилль тут же организовывает оборону того поезда. Дальше он пытается отогнать поезд обратно. Тут выясняется, что паровоз уже сломался. Он отцепляет вагоны, и он вывозит раненых обратно в тыл. Но, доставив раненых в тыл, он тут же возвращается обратно в надежде, что он сейчас вывезет всех остальных. И он попадает в плен, причем с оружием в руках. Он с бурами, к которым он в плен попал, тоже начинает вести себя примерно как со своими учителями в Хэрроу. Он начинает долгую переписку. Он начинает объяснять, что он вообще-то журналист, его должны выпустить. Да, меня поймали с оружием в руках, но я просто защищал свою жизнь, я не принимал участия в военных действиях. Ну, почему-то никто не реагирует, его не выпускают. Тогда он решает, что надо удрать. Ну, пленные офицеры содержатся в большом здании школы бурами. Их охраняют, конечно, но как не очень внимательно. Он подговаривает еще 2 человек бежать вместе с ним. При этом он в таком истерическом состоянии, он там всем рассказывает, другим офицерам, а мы сегодня убежим. Его уже напарники в ужасе, что сейчас он всем все расскажет. Дальше они делают несколько попыток. У них план был очень простой. Пойти в уборную, которая стояла где-то там, ну, на краю этой территории, дождаться, пока часовой отвернется, перепрыгнуть через забор и дальше пробираться к своим. Ну вот первая часть
была выполнена легко, правда, одним только Черчиллем. Он перепрыгнул через забор и дальше ждал, что два других его друга, у которых была карта, какая-то провизия, что они тоже перепрыгнут. А уже не получилось. Потому что, может, они побаивались, но часовой следил. Невозможно было. Он лежал в траве у этого забора. Потом какой-то еще офицер пошел в уборную, он говорит, передай им, что я их жду. Они не могут. А вернуться назад он уже не может. Во-первых, это увидит часовой. Во-вторых, с той стороны снаружи было сложнее залезть. И он начинает без ничего. Он начинает пробираться к своим, а это много сотен километров. Поздно вечером он убежал. Утром, естественно, обнаружили его отсутствие. Он прячется в каких-то вагонах с углем. Еды у него нет, ничего у него нет. Его все ищут. Его уже фотографии распространены. Это была какая-то совершенно фантастическая история. Опять его невероятная удача, когда в одном месте обыскивают вагон с углем, в котором он спрятался, но его не находят. Потом он вылезает из этого поезда, он на территории буров. У него ничего нет. Он сейчас просто с голоду помрет. И он идет и видит дом. И он стучится в этот дом, и выясняется, что это единственный на сколько-то там десятков километров дом, где живут англичане, а не буры. И они его привечают, они его прячут, хотя рискуют, конечно, переодевают и потом помогают ему добраться до своих. Ну, вернее, не до своих, в португальскую колонию он выбрался, а потом вернулся на английскую территорию. Но, естественно, к этому моменту он невероятно популярен. Это его история его побега, которую он тут же описал, конечно, сначала в статье, потом он уже книгу написал «От Лондона до Леди Смита через Преторию», где все подробно описал. Он еще успел повоевать немножко. Англобурская война вообще для англичан была довольно-таки позорной, потому что большая часть мира была настроена против них. Они никак не могли эти маленькие бурские республики победить. Но им там по всему миру кричали вслед англичанам: буры идут, и сам свистели в спину. Но Черчилль приезжает уже невероятно прославленным. До Англобурской войны он пытался выдвигаться в парламент и не прошел. И теперь он возвращается в том же самом городе. Он там же выдвигается и, конечно, проходит. Вот как героический человек, который так бежал из плена, который так все это описывал. И он с 1900 года оказывается в парламенте. Черчилль, естественно, был избран в парламент от той же партии, которой принадлежал его отец, от консервативной партии. Но вот здесь сразу тоже очень ярко видна такая вещь, что Черчилль вообще-то, он сам себе партия. Он, естественно, горд, что он в той же партии, что отец и все такое прочее, но он тут же объединяет вокруг себя группу молодых людей по имени одного из участников этой группы, которого звали Хью Сесил. Их называли хьюлиганами, потому что они действительно были абсолютные хулиганы, говорили, что хотели, вели себя вызывающе, очень всех шокировали. Ну, молодые нахалы. И Черчилль в это время уже высказывается по самым разным темам. И уже в это время, хоть он и хьюлиган, но его речи производят очень сильное впечатление. Говорит он блистательно, причем он говорит убедительно, он говорит очень эмоционально, и его слушают иногда часами, хотя он молодой парламентарий. Это начало 20 века. Перед Англией несколько сложных проблем. Во-первых, она начинает постепенно терять свое экономическое преимущество. Англия несколько веков была самой богатой, самой развитой страной. Теперь ее явно обгоняют Америка и Германия. Это многих волнует. В то же время Англия очень развитая страна, скажем так, страна с очень развитой промышленностью, поэтому там большие города, где много бедняков, рабочего законодательства почти нет еще, оно плохо развито, и есть большое социальное напряжение. Это еще одна проблема. Как защитить свою промышленность? Закрыться протекционистскими тарифами или свободно торговать? Это другая проблема. Ирландия жаждет независимости. Это важнейшая проблема. Ирландцы добиваются независимости всеми силами, но даже когда, скажем, великий премьер-министр либералов Гладстон готов был дать хотя бы автономию Ирландии, но оказалось, что в 6 провинциях, которые принято называть Ольстером, ну то, что сегодня Северная Ирландия, там
очень много протестантов, которые совершенно не хотят, чтобы католическое большинство получило независимость, и таким образом они бы лишились возможности влиять. Ольстерские протестанты резко против отделения, даже не отделения, про отделение речи нет, какой-либо автономии Ирландии. Еще отец Черчилля, Рэндольф Черчилль, задолго до начала 20 века он сформулировал такой лозунг, который подхватили все в Ольстере. Когда обсуждался вопрос об автономии Ирландии, то лорд Рэндольф воскликнул: «Ulster will fight and Ulster is right». Ольстер будет сражаться, и Ольстер прав. И они там, все эти протестанты, ходили на демонстрации с этими криками. Эта проблема никуда не делась, она осталась тоже. Дальше. В это время, об этом у нас уже шла речь в одной из наших лекций, собственно, и об Ирландии тоже шла, и шла речь о женщинах, которые борются за свои права, и борются за право голоса прежде всего. Очень интересно, что Черчилль, в принципе, был не против предоставления женщинам права голоса, но только он считал, что вот механизм этого предоставления должен быть не таким, как это представлялось суфражисткам. И они его воспринимали как своего смертельного врага. Они приезжали на его выступления и устраивали обструкции. В какой-то момент одна суфражистка подошла и ударила его кнутом в поезде. И много всего другого. Потом в результате в 2018 году он будет голосовать. Это будет первый, когда там часть женщин получила право голоса, он будет голосовать «за». А в это время его считают просто таким врагом всех женщин. Что это вот одна из многочисленных черных легенд, связанных с Черчиллем, которая на самом деле не соответствует действительности. Ну и, наконец, важнейшая проблема – это то, что обостряются международные отношения, все хуже отношения с Германией, все напряженней, и экономическое соперничество, и политическое. И вот здесь еще одна вещь. Черчилль был... можно сказать, что он был пророком. Но на самом деле просто Черчилль невероятно тонко оценивал ситуацию. В его жизни было много пророческих, действительно вот пророческих буквально высказываний. Там он с точностью до конкретных мест, скажем, предсказывал до начала войны, где будет немецкое наступление. И вот уже в это время, после Англобургской войны, он в парламенте вызывает шок разными своими высказываниями. Он, конечно, настраивает против себя ирландцев, потому что он считает, что рано, никакая не нужна им автономия. Значит, он тут настроил женщин. Он предсказывает, что европейская война будет ужасной. Англобургская война – это вообще был такой переломный момент. Вот до этого все-таки... война всегда ужасна. Но до этого представлялось, что война – это красивое, что-то едут гусары, там в красивой форме, благородно все. А вот не случайно Англобургская война будет первой, где начнут использовать форму цвета хаки. То есть вот эти вот все красивые формы, султаны, наряды – это не то. Война – это грязь, кровь. Черчилль это очень хорошо понял и много об этом писал. И он говорит, но это нам только показали кусочек войны. А вот если будет война в Европе, это будет страшная катастрофа. Говорит он за лет 14 до начала Первой мировой войны. При этом... сначала он выступал резко против увеличения расходов на вооружение, потому что вот в эти годы он все больше и больше, грубо говоря, все больше и больше левеет. И все больше и больше думает о социальных проблемах. И он считает, что надо экономить на военных расходах и увеличивать расходы на социальные программы, что его товарищам по партии не нравится. К тому же они считают, что надо вводить очень жесткие протекционистские таможенные тарифы, а Черчилль против этого. И он постепенно как-то отходит от консерваторов и все больше сближается с либералами. Либеральная партия в это время, вот это последнее десятилетие взлета, величия либеральной партии. Здесь много выдающихся людей. И, конечно, самый выдающийся, в то же время такой скандальный политик, который в тот момент кажется чуть ли не революционером, а сегодня считается одним из величайших политиков Англии, это Дэвид Ллойд Джордж, с которым, казалось бы, Черчилль ничего не связывает. Вот Ллойд Джордж, например, он выступал против Англобургской войны и так яростно, что там в каких-то выступлениях ему приходилось в окошко удирать, там переодевали его полицейским, чтобы толпа его не растерзала. А Черчилль ветеран
войны. Но их сближает прежде всего вот это вот желание социальных программ. Черчиллю не нравится, что либералы готовы идти на переговоры с Ирландией, но в конце концов вот это вот стремление к социальной справедливости, несмотря на то, что он аристократ из древнего рода, но он это ощущает. И он начинает все больше и больше двигаться к либералам. В 1904 году Черчилль совершает удивительную вещь. Он заходит в зал заседаний парламента, стоит, смотрит, потом поворачивается, идет к скамьям, где сидят либералы, и садится рядом с Ллойд Джорджем. Ну, понятно, что это не было экспромтом. Он до этого готовился и вел переговоры с либералами, но он это разыграл, конечно, со всей театральностью. И с 1904 года Черчилль становится членом либеральной партии. И как член либеральной партии он будет делать политическую карьеру, к чему он и стремится. Сначала он будет заместителем министра по делам колоний, потом министром торговли, и, наконец, высшее его достижение перед войной, он будет первым лордом Адмиралтейства. Как и предполагалось, что он делает политическую карьеру, причем уже в это время все видят, что он какой-то выдающийся человек. С другой стороны, он вызывает нарекания со всех сторон абсолютно. Вообще вот в эти годы выяснилось, что он гениальный переговорщик. Он ведет переговоры между ирландцами, желающими независимости, и представителями Ольстера. Он ведет переговоры между забастовщиками и предпринимателями. Он множество разных конфликтов разрешает или пытается разрешить. При этом, ну, понятно, что одни его критикуют за то, что он, видите ли, идет на компромисс с этими погаными ирландцами, другие его критикуют за то, что он слишком маленькие уступки делает. Одни говорят, что он заигрывает с забастовщиками, забастовщики говорят, что он защищает интересы предпринимателей, но при этом он очень многого добивается. И он, конечно, вот эти вот переговоры он умеет вести прекрасно совершенно. При этом надо понять, что вот эти предвоенные годы, они очень бурные в Великобритании, в таком социальном, скажем так, плане. Ллойд Джордж в это время проводит свою великую политику. Впервые вводятся очень развитые социальные программы, страхование рабочих, забота о стариках, бесплатная еда в школах и очень много всего другого. И в 1909 году Ллойд Джордж предлагает палате закон, который он называет народным бюджетом. То есть он предлагает резко увеличить налоги на богачей, на роскошь, на собственность и полученные деньги направить на социальные программы. Все это обсуждается в бурях абсолютных в парламенте. Наконец, Палата общин принимает это, Палата лордов отвергает. Возникает невероятный конституционный кризис, скандалы и так далее. И в конце концов лорды уступают, когда просто король сказал, что если это не произойдет, то он назначит сейчас там несколько сотен лордов из состава либеральной партии, и Палата лордов будет просто заполонена сторонниками народного бюджета. И тогда лорды уступают, и дальше, кстати, после этого их права блокировать законы о налогах будут урезаны. Вот Черчилль все это время стоит рядом с Ллойд Джорджем, поддерживает его всячески. Он очень популярен. Когда он становится министром торговли, ему 33 года всего, он самый молодой министр за последние полвека в Англии. Он вполне благополучен, скажем так. В 1911 году немецкая подводная лодка «Пантера» вдруг поднялась рядом с марокканским портом Агадир. Это был называемый прыжок «Пантеры». Это страшный кризис. Германия и Франция не могут поделить влияние в Марокко. Это один из кризисов, таких вот шагов к мировой войне. И вот этот агадирский кризис, он произвел очень сильное впечатление на Черчилля, который до этого всегда выступал за сокращение вооружений. А теперь он, еще одна такая важная вещь, он, конечно, был реальный политик. То есть, если он видел, что ситуация меняется, он менял свои взгляды. Черчилль был невероятно упрямый человек, но когда надо было, он мог измениться. И он понимает, что вообще война вот-вот будет. И он начинает говорить о том, что необходимы большие затраты на вооружение. Он беспрерывно про это говорит. Это, конечно, заслужит ему репутацию ястреба, сторонника войны, хотя он все время объясняет, что он не сторонник войны.
Он просто хочет, чтобы Британия была готова к войне. Что, может быть, таким образом как раз войну можно будет предотвратить. На посту первого лорда Адмиралтейства он требует совершенно новой программы перевооружения флота. Он, кстати, один из первых, еще одна важная вещь, вот среди его таких прозрений, он очень хорошо понимал значение техники. И он один из первых, кто начнет говорить о необходимости развивать авиацию, в частности, морскую авиацию. Но то, что для Великобритании потом будет спасением буквально. Начинается война, как, в общем, он и предсказывал, и, в общем, примерно даже так, как он предсказывал. И вот здесь сначала Черчилль невероятно популярен, он, собственно, вот произошло то, что он говорил, надо готовиться к войне, и вот она война. А дальше происходит несколько вещей, которые резко портят его репутацию, и которые ему будут поминать еще через много лет. Во-первых, Германия вторглась на территорию Франции через Бельгию, нарушив ее нейтралитет. Очень было важно и для английских, и для французских войск, чтобы Бельгия как можно дольше продержалась. Хотя понятно, какая там у Бельгии армия. В самом начале войны Черчилль вылетел в бельгийский Антверпен, который был уже практически осажден немцами. И он умолял короля и командование бельгийское продержаться как можно дольше. То есть, в общем, он хотел от них, чтобы они пожертвовали собой, но обещая то, что зато удержатся англичане и французы, и потом вам же будет лучше. Он обещал перебросить сюда на помощь английских солдат, только держитесь. И он какое-то время там просидел, и как только он вернулся обратно в Англию, Антверпен сдался. И, в общем, сегодня историки как раз считают, что пусть даже его миссия закончилась неудачей, но то, что он какое-то время, а дар убеждения у него был потрясающий, то, что он какое-то время убедил бельгийцев, не дал им сдаться, это все-таки дало возможность английским, французским войскам в это страшное лето 2014 года, лето-осень, перегруппироваться, удержаться и так далее. То есть все-таки польза была. Но его газеты на него нападают, что он все провалил, и он подвергается очень резкой критике. Но это было еще не самое страшное. В 1915 году, когда Турция в конце 2014 года вступила в войну на стороне Германии, и в 1915 году возникает идея, совершенно не у Черчилля, а у других людей, связанных с командованием, возникает идея о том, что надо пройти через Дарданеллы, напасть на Османскую империю, возможно, даже захватить Стамбул. И тогда Турция будет выведена из войны, или, по крайней мере, будет оттянута большая часть войск. Это, кстати, поможет русским, которые сражаются с Турцией. А может быть, Германия будет вынуждена ей помочь. В общем, это поможет англичанам укрепиться на Балканах и оттуда ударить по Австрии. В общем, это будет иметь ряд прекрасных последствий, если это получится. Черчилль вообще сначала, он считал, что надо провести другую операцию, что надо занять острова в Балтийском море, это будет больше толку. Потом его убедили. Он занимается организацией этой операции в Дарданеллах. И дальше, это один из очень таких спорных и мучительных и болезненных вопросов. Суть в том, что эта операция была крахом на полуострове Галиполи. Была очень плохо организована высадка. Погибли тысячи и тысячи англичан, и там очень много погибло еще новозеландцев и австралийцев, у которых это просто страшный был совершенно и остается такой шрам над этой Галиполи. Это был позор, и это были страшные жертвы. И во всем обвинили Черчилля. Потом Черчилль прилагал огромные усилия, чтобы доказать, что вообще-то он хотел, чтобы вся эта операция проходила совсем не так, как она прошла. Что он предлагал все делать по-другому, а совершенно другие люди все это переделали. Но только его никто не слушал. Мало того, он к этому времени уже себе заработал столько врагов, и когда он требует, скажем, чтобы опубликовали телеграммы, которые он посылал, которые доказывали, что он хотел одного, а было по-другому, была целая комиссия по Дарданеллам, ее итогом был вывод, там не было такого, что Черчилль один виноват. Но те документы, которые он их просил опубликовать, они не опубликовали. То есть над ним оставалась эта тень Дарданелл, она будет всегда. Через много лет он будет выступать в парламенте, и ему всегда кто-нибудь будет кричать: «А Дарданеллы?
Его сын хотел с каким-то мальчиком подружиться, и тот ему сказал: мы с тобой никогда не будем друзьями, мой отец погиб в Галлиполи. То есть вот это было такое пятно ужасное, судя по всему, не очень справедливое, хотя здесь мнения, конечно, расходятся. Но в этот момент для Черчилля это крах всего. В этот момент очень тяжелый, 15-16 год, очень тяжелое положение на фронте и тяжелое положение в стране. Все консерваторы, которые ненавидят Черчилля лютой ненавистью, говорят: да, мы создадим коалицию с одним условием. Там не будет Черчилля. Коалиция создается, Черчилля больше там нет. Он получает такой совершенно бессмысленный пост канцлера герцогства Ланкастерского. Ланкастерское герцогство – это такие как бы личные владения королевской семьи. То есть это ничто. Идет страшная война, столько всего происходит, а он должен, значит, ничего не делать, в общем. Это для него страшный шок. Он в депрессии ужасающей. Он пытается оправдываться, в отчаянии полном. Еще вот эта его огромная энергия не находит никакого выхода. Вот в это время и в течение долгих лет, собственно, до конца жизни, одним из выходов, как ни странно, и таких способов бороться с депрессией для него станет живопись. Хотя он совершенно не умел до этого рисовать, но вот он начинает писать картины, потом он даже будет выставляться, под псевдонимами. И живопись будет для него такой очень важной отдушиной. Другая вещь – это литература. За эти годы он написал биографию отца, он уже написал свои воспоминания. Не забудем, что он думает, что он умрет в 40 лет. Он по-прежнему так считает. Уже, в общем, он думает, что он вот-вот умрет. Он не знает, какая еще огромная жизнь у него впереди. И, наконец, когда он понимает, что никакого поста министерского или даже хоть чего-то там, связанного с войной, он не получит, и он отправляется в действующую армию. Он отправляется в действующую армию, где командует батальоном даже сначала. Он на передовой. Сначала все, конечно: бывшего министра прислали, да это кто такой? Он всех подкупил совершенно. Все были шокированы, он приехал на передовую с ванной. Это что еще за аристократишка? А он сказал: мы сейчас начнем бороться с вшами. И он организовал, грубо говоря, помывку всеобщую. А вши – это была одна из страшных вещей во время Первой мировой войны. И уже этим он подкупил всех. Он ведет себя абсолютно демократично. Несколько месяцев он здесь на фронте. Тоже подчеркивает свое такое презрение к опасности. Опять же, снаряды падают буквально рядом с ним. Дальше он возвращается в Лондон, опять в надежде получить какое-то место. Но пока его нет, он выступает в парламенте. Он теперь может говорить как человек, который видел фронт. И он каким-то конкретным программам развития вооружения. Он, например, говорит о том, что стальной шлем ему подарили, сколько жизней может спасти такой шлем, если их распространить в армии. Он говорит о положении солдат. И он начинает приобретать популярность снова в стране. Хотя вот эта тень Галлиполи, конечно, над ним висит. Но в конце концов он получает пост министра военных поставок, скажем так. То есть, конечно, не главный, но все равно у него есть какой-то выход. Потом он становится военным министром и министром авиации. Он очень много внимания уделяет развитию авиации. Когда кончается война, он оказывается ответственным за демобилизацию. Очень сложный и очень непростой процесс. Очень велика была его роль в поддержке белого движения в России во время гражданской войны. Он пытался организовать интервенцию английскую. Это все придумал Черчилль в 18 году, как сказал нам Высоцкий, вернее, герой Высоцкого. Он пытается организовать интервенцию, но, в общем, быстро становится ясно, что британские солдаты не хотят воевать в России. Но вот тоже для Черчилля очень важная вещь в это время, и не только в это его неприятие коммунизма и коммунистической идеологии. Поэтому, скажем, даже он в какой-то момент, например, будет неплохо отзываться о Муссолини, будет думать, что это возможность противостоять коммунистам. Потом он все поймет. Что касается Муссолини, но коммунисты для него будут совершенно такими неприемлемыми союзниками, и это сильно отразится дальше на его политической жизни. А дальше происходит следующее. После войны во всем мире произошло полевение. Люди настолько разочаровались в своих правительствах, которые устроили эту жуткую бойню. На самом деле
деле, да, правительство устроили бойню, но огромное количество людей поддерживало правительство. Но это другой разговор. Настолько было разочарование в правительствах, что где-то произошли революции, ну, там, Россия, Германия, многие другие страны. Где-то просто какие-то более левые партии стали вызывать больше симпатии. И в это время в Англии резко возрастает популярность партии лейбористов. Labour, труд, это партия труда. Это вообще партия, возникшая из объединения профсоюзов. Такая социалистическая партия. Понятно, что это не большевики российские, но все-таки это левые. Для Черчилля коалиция с ними неприемлема. И он с ужасом видит, как либеральная партия все больше сдвигается к лейбористам. Он говорит, надо объединиться либералам плюс консерваторам против лейбористов. А получается, что либералы двигаются к лейбористам. При этом вот это поливение ударяет по Черчиллю тоже, потому что в 22 году он выдвигается в очередной раз в парламент, при этом плохо очень прошла кампания. Ему как раз в этот момент удалили аппендикс, и он лежал в больнице. Он только писал какие-то тексты, его жена поехала вместо него агитировать, он вообще выдвигался от города Данди, шотландского, и он говорил, это будет мое пожизненное место. И вдруг в этом Данди, где так его все любили, Клементина приезжает агитировать за мужа, а у нее жемчужное ожерелье. А это нищета такая послевоенная. И женщины плюют ей вслед. Его какие-то помощники Черчилля выступают, им кричат «Галлиполи, Дарданеллы». И, в общем, он проваливается. И он не может дальше оставаться с либералами. Он второй раз переходит на другую сторону комнаты. Cross the floor, как говорят англичане. В 24 году расстается с либералами, с которыми он 20 лет был вместе, и возвращается к консерваторам. Это, конечно, невероятные такие качания маятника, но надо сказать, что консерваторы не так, что приняли его с распростертыми объятиями. Они помнят его измену в 1904 году, они помнят все его высказывания о социальных программах. Не так, чтобы там был всеобщий восторг. Конечно, они понимают, какой он яркий, сильный, интересный человек. Но он их очень раздражает. Все-таки с 24 по 29 год он занимает важный очень пост лорд-канцлера, где действует он с переменным успехом. Он, скажем, его финансовая политика оказалась не очень хороша и привела, даже считается, что к росту безработицы. При этом он, хоть он и вернулся к консерваторам, но он проводит активнейшую социальную политику. Он меняет пенсионный возраст. С 70 лет до 65 он его понижает. Он настаивает на том, чтобы всем вдовам, а количество вдов после войны огромное, немедленно назначили пенсию. И много других вот тому подобных, таких очень социально направленных реформ он проводит. Он повышает налоги на роскошь, он снижает подоходный налог. Но в 1926 году Британию потрясает огромная стачка, такая великая, гигантская стачка, там прежде всего шахтеров, железнодорожников, но не только. И здесь Черчилль, как представитель государства, опять использует свои выдающиеся таланты переговорщика. Опять, конечно, на него сыплются удары с обеих сторон, критика, хотя при этом он прикладывает огромные усилия. Там газеты еще бастуют, а он издает такой проправительственный листок British Gazette, где сообщается вот о всех мерах правительства, призывается к умеренности и так далее и тому подобное. А в 29 году к власти приходят лейбористы, потом лейбористов сменят опять консерваторы. Но что-то очень сильно Черчилль всем надоел. Очень уж он вылезает по многим вопросам. Очень он как-то не вписывается в общую политику. И 10 лет, с 29 по 39 год, он будет оставаться членом парламента, но он не будет иметь министерских постов. Для него это будет страшные 10 лет. Депрессия будет его грызть совершенно. Вот это вот, он несколько раз, у него будет надежда, это все унизительно. Какие-то переговоры, то ему обещают одно, то другое, и его никуда не берут. А это какие-то 10 лет, 29-й, 39-й, мир скатывается к войне. И вот все эти годы Черчилль тоже проявляет поразительную совершенно прозорливость. Он говорит
невероятно важные и правильные вещи. Над ним смеются в парламенте, над ним глумятся газеты, все там хохочут. Но постепенно его популярность становится все больше и больше просто в народе, потому что люди слышат, что он говорит. Что происходит в это время? В это время поднимается Гитлер, который приходит к власти. В Италии уже давно Муссолини. Затем гражданская война в Испании, Франко побеждает. Побеждают диктаторы. Италия вторгается в Эфиопию, Гитлер начинает свое перевооружение, свои захваты. И все это время Англия и Франция проводят печально знаменитую политику умиротворения агрессора. У нас всегда принято говорить, что вся цель этой политики была в том, чтобы Гитлер напал на Советский Союз. Это, конечно, смешно. Конечно, если бы Гитлер напал на Советский Союз, они бы не заплакали, скажем так. Но главная задача для них – это, конечно, сохранить мир. Надо понять такую вещь, что в этот момент основу избирателей составляют люди, прошедшие Первую мировую войну. Ни один политик ни во Франции, ни в Англии, который начал бы говорить: а вот мы сейчас как нанесем удар по Гитлеру, и войны не будет. Сегодня мы понимаем, что это Гитлер. Да, как было бы прекрасно, если бы там, в 1934 году, когда он только начинал перевооружение Германии, если бы его уже разгромили. Но в тот момент это, Черчилль понимает и платит за это 10 годами пассивности и унижений. Главная идея в том, что надо договариваться вот с этими диктаторами, надо их приручать. А как их приручать? Всем понятно, что после Первой мировой войны с Германией обошлись несправедливо. У нее отняли ряд территорий, у нее отняли все колонии, она должна платить огромные репарации, ей не разрешили иметь армию практически, маленькую совсем. Вот если все будут разоружаться, говорят политики, то тогда, наверное, Германия успокоится. То есть вот Невилл Чемберлен, один из архитекторов вот этой самой умиротворения агрессора, он считает, что надо уменьшать английское вооружение. И тогда все будут спокойны. Черчилль произносит пылкие речи. Мы должны готовиться к войне, мы должны развивать авиацию, мы должны укреплять наш флот. Он говорит об этом бесконечно, и в него все показывают пальцем и говорят: он хочет войны. Я не хочу войны, говорит он. Я хочу, чтобы Великобритания была в безопасности. Его не слушают. И дальше проходят вот эти вот страшные 10 лет. И к концу этого времени, когда Гитлер уже ввел войска в Рейнскую демилитаризованную зону, захватил Австрию. Дальше Чемберлен участвует в этой ужасающем позоре Мюнхенского соглашения, когда Чехословакию вынуждают отдать Судетскую область Германии. Черчилль все критикует своими прекрасными речами, ярчайшими, он критикует всю эту политику, и постепенно к нему начинают прислушиваться, но только не руководство консервативной партии, которое продолжает вот эту свою. Наконец, весна 1939 года Гитлер захватывает всю Чехословакию. Чемберлен, вернувшись из Мюнхена, где он отдал Судеты немцам, говорит журналистам: теперь мир обеспечен. Все, мы успокоили Гитлера. Как мы знаем, все только начинается. Прошло несколько месяцев, захвачена Чехословакия. Все предсказания Черчилля начинают сбываться. А он говорил о том, что Гитлер будет захватывать маленькие страны центральноевропейские. Вот все он предсказывал, как происходит. За эти годы Черчилль оказался еще скомпрометирован своей позицией в кризисе 1936 года. В 1936 году новый король Эдуард VIII заявляет парламенту и министрам, что он хочет жениться на женщине, которую он давно любит. Это американка Уоллес Симпсон, дважды уже разведенная, что совершенно неприемлемо для тогдашней Англии, англиканской церкви. К тому же еще с такими, в общем, профашистскими симпатиями. И разражается страшный кризис. Эдуард VIII останется на престоле меньше года и затем отречется от престола, станет всего лишь герцогом Виндзорским, а его сменит его брат. И Черчилль пытался, он вообще дружил с Эдуардом, когда тот еще был принцем Уэльским, и он всеми силами пытался не допустить его отречения, что тоже как-то его сильно скомпрометировало, потому что, в общем, вся политическая элита хотела, чтобы Эдуард ушел. И вот с этим он приходит к 1939 году, но когда 1 сентября 1939 года Германия нападает на Польшу,
Тут всем становится понятно, что без Черчилля уже не обойтись. 3 сентября 1939 года Черчилль снова лорд Адмиралтейства. Но, как считается, есть, правда, сомнения некоторые, но мне не хочется к ним прислушиваться, что Адмиралтейство по всему флоту, по всем кораблям было разослано сообщение «Уинстон is back». Уинстон вернулся. Ну, может быть, это и правда. Он вошел в свой бывший кабинет, на глазах там одной из секретарш он открыл, там одну панель отодвинул, и там была та самая карта флота британского, которую он там оставил в 15 году. Вот все как было. Ну, на самом деле, не все как было. Великобритания в состоянии войны с Германией. Это период той знаменитой странной войны, когда Англия и Франция объявили Германии войну, но военных действий не происходит. На самом деле это не совсем так. Военные действия не происходят на суше. Французы жутко боятся, что сейчас Германия на них нападет. Они спрятались за своей линией Мажино, линией укреплений, которая их совершенно не спасет, потому что они ее не достроили. Великобритания сидит на острове и думает о том, как прав был Черчилль, который столько времени говорил, что надо укреплять флот и авиацию. Но на море эти месяцы война идет. И там много всего происходит. И это контролирует лорд Адмиралтейства. Он разворачивает огромные программы перевооружения, лучше поздно, чем никогда. Он лично отдал приказ английским кораблям захватить немецкий корабль, который вез несколько сотен британских военнопленных, и они освобождают этих военнопленных. Весной 1940 года он пытается организовать морскую блокаду Норвегии, которую захватывают немцы. Здесь, в общем, мало чего получается, но премьер-министр по-прежнему Чемберлен, который по-прежнему говорит: мы договоримся с Гитлером, осторожней, не надо его злить, мы договоримся, мы помиримся, через Муссолини договоримся. Министр иностранных дел лорд Галифакс тоже считает, что надо действовать как можно осторожней. Еще 9 мая 1940 года они это все говорят, хотя Черчилль произносит свои потрясающие совершенно речи, к нему все больше прислушиваются. Говорили, что в центре Лондона возник плакат «Верните Уинстона» и так далее. 10 мая немцы проходят через Бельгию и Голландию, вторгаются во Францию. Все, странная война окончилась, началась настоящая. Ну, это означало падение правительства Чемберлена. Была необходимость срочно создать коалицию. Ни лейбористы, ни либералы, никто с Чемберленом больше вообще не хочет иметь дело. А кто же будет теперь? У консерваторов по-прежнему большинство в парламенте. Значит, нужно новое правительство, которое возглавит тот человек, с которым все будут сотрудничать. Вот от чего зависит судьба мира, может быть, даже. 2 кандидатуры рассматривались: Черчилль и лорд Галифакс. Лорд Галифакс был сторонником, по-прежнему был сторонником умиротворения. И вот это колебалось до последнего. Но все-таки Чемберлен принял правильное решение, и король приглашает Черчилля и просит его сформировать правительство. Черчилль становится премьер-министром. Наконец совершилось то, что должно было совершиться. И это, конечно, было великое благодеяние для Британии, в общем-то, и для всего мира. И дальше надо понять такую вещь, что вот с мая 1940 года и до лета 1941 Великобритания практически одна противостоит фашистам. К середине лета Франция капитулирует. Черчилль прилагал невероятные усилия для того, чтобы убедить их продолжать войну. Перелетал на территорию Франции до последнего момента. Уговаривал, хотя бы в Британии продолжайте борьбу. Нет. Была даже идея части Франции заключить союз с Великобританией и как бы стать частью Великобритании. И так сражаться, если уж французское правительство капитулирует. Значит, Франция капитулировала, Советский Союз заключил союз с Гитлером, Соединенные Штаты, Конгресс никак не хочет вступать в войну, Великобритания остается одна. И вот здесь Черчиллю уже 65 лет. Его карьера, казалось, вообще окончена совершенно.
И вот тут он разворачивается в полную силу. Замечательный фильм «Темные времена», где, конечно, потрясающе Гэри Олдман играет Черчилля. Там много всего придумано. Придуманы разные сюжетные ходы. Ну, в частности, конечно, Черчилль не спускался в метро и не спрашивал простых англичан, надо ли ему дальше бороться. Но там, конечно, очень хорошо показано, как в мае 40-го года все висит на волоске, как британская армия окружена в Дюнкерке и вот-вот вся погибнет. Если бы не произошло этого Дюнкерского чуда и не смогли бы вывести большую часть армии, то, конечно, Великобритания не смогла бы сопротивляться. И, конечно, в том, что это чудо произошло, огромная заслуга солдат, британских офицеров, тех людей, которые, владельцев там даже маленьких лодочек, которые пересекали Ла-Манш, чтобы вывозить и вывозить людей. Но, конечно, огромная заслуга Черчилля, потому что вот в эти дни и недели на него очень сильно давят. Обратись к Муссолини, начни переговоры, пойди на уступки. Нет. Вот он произносит свои знаменитые речи, где он обещает всем, что только кровь, тяжкий труд, пот и слезы, где он говорит, что мы будем сражаться на море, мы будем сражаться, ну, обычно переводят на пляжах, но это, конечно, смешно. Мы будем сражаться на берегу, если надо, мы уйдем сражаться в колонии, мы будем сражаться. Вот это его позиция, которой он будет постоянно придерживаться. Где-то в это время он начинает использовать знак Виктори, причем очень смешно. Это, кстати, вот в этих темных временах тоже показано. Потому что сначала он ему показывал вот так. Он, как аристократ, совершенно не знал, что это неприличный жест. Что вообще-то вот в Англии, там, в рабочих районах, это использовалось, когда хотели оскорбить человека. Вот так. А потом ему сказали, что так не надо. И тогда он стал делать так. И так вот он и остался со своим этим Виктори. И это стало, конечно, таким замечательным символом. Ну и дальше начинаются страшные события войны. Начинаются эти ужасающие бомбежки Лондона и всей Великобритании. И, ну, понятно, мы сейчас не будем рассказывать всю историю Второй мировой войны, это заняло бы слишком много времени. Но надо понять такую вещь. Во-первых, вот то, что все требования Черчилля об укреплении авиации оказались спасительными для Великобритании. Вот сегодня в Вестминстерском аббатстве есть отдельная часовня, посвященная военно-воздушным силам. И понятно почему. Потому что летчики, вот в этой битве за Британию, британские летчики, конечно, спасли Британию. Мы можем сказать, что не только они, были противовоздушные силы, были дешифровщики в Блэчли-парке, которые взламывали Энигму и таким образом давали доступ к немецким зашифрованным сообщениям. Были морские сражения. Но летчики, конечно, их роль невероятна в защите Британии. И усиление британской авиации – это во многом дело рук Черчилля. Точно так же, как и его вот это вот отказ идти на какие-либо переговоры с Гитлером. Другая вещь, тоже удивительная совершенно, это Черчилль, который всегда был известен как враг коммунизма. Сразу же, как только Гитлер нападает на Советский Союз, тут же высказывается за союз с СССР. При том, что никаких иллюзий у него не было по поводу того, что из себя представляет Сталин. Ну, понятно, что ему это нужно. Ему нужны были союзники. Это в интересах Великобритании. Но удивительно то, что он это понял. И дальше, ну, когда-то уже под конец войны он пытался усмирить немножечко генерала де Голля. Под конец войны разные французские командующие, которые служили режиму Виши, сотрудничавшему с немцами, стали переходить на сторону свободной Франции, де Голля. И де Голль не очень приветливо их встречал. Черчилль стал убеждать его как-то вести себя поспокойнее. Де Голль не любил вести себя спокойно, на что Черчилль ему сказал: вот я премьер-министр Великобритании, и каждое утро я начинаю с того, что думаю, как мне ублаготворить президента Америки, президента Рузвельта, и как мне ублаготворить маршала Сталина. А вы начинаете каждое утро с того, что думаете, как бы вам наплевать на британцев и американцев. Вот действуйте по-другому.
И, конечно, Черчилль в годы войны проявил не только вот эту свою удивительную стойкость и свою прозорливость, но он проявил еще свою невероятную дипломатичность. Но есть много претензий к Черчиллю в годы войны. То, что он, конечно, вмешивался во все детали, давал указания генералам, даже там, если уж он когда был лейтенантиком давал указания, то теперь уж, конечно. То, что он хотел контролировать абсолютно все. Ему, конечно, приходилось принимать страшные решения. Когда британские войска эвакуировались из Дюнкерка, другая часть английских войск находилась в Кале. И Черчилль велел им обороняться до последнего, прекрасно понимая, что солдаты из Кале не будут вывезены. Он ими пожертвовал ради тех, которых вывозили из Дюнкерка. Это было страшное решение, жуткое. И много других подобных решений, естественно, ему приходилось в войну принимать. Наверное, одно из самых страшных решений, те, которые были ближе к концу войны. Черчилль, опять же, с его великой прозорливостью, хорошо понимал, что после войны будет борьба за влияние среди победителей. Первая часть войны, естественно, надо было выстоять. Это было главное. Когда каждый день приходили сообщения, что немцы наступают, генерал Роммель наступает в Египте и идет к Суэцкому каналу, что Гитлер вот-вот захватит Москву, значит, Франция повержена, Америка, значит, долго еще думает, будет ли она вступать. Надо было просто продержаться. И он продержался на своей воле, харизме и еще вообще внушал всем жителям Великобритании эту уверенность. А дальше начинаются, конечно, большие сложности. У Черчилля, конечно, подспудно были ужасные отношения со Сталином. Они видеть друг друга не могли. Но Черчилль прилетал к Сталину, прилетал в Москву в 1942 году. Сталин ему говорил: а вы что, боитесь, что ли, немцев, англичане? Вы почему не хотите второй фронт открыть? Черчилль сказал: ну, я не воспринимаю это как оскорбление, только с учетом храбрости советских солдат, ответил он ему. Хотя, конечно, я думаю, что в этот момент они оба хотели придушить друг друга. Вопрос о Втором фронте, который так болезненно всегда развивался советской пропагандой, конечно, совершенно по-другому смотрится, если посмотреть на Вторую мировую войну в целом. Само понятие Второго фронта совершенно неверно. То, чего Сталин хотел от Черчилля, это открытие еще одного фронта в Европе. Ну, то, что и произойдет в 1944 году, хотя Сталин хотел этого в 1942-м, его можно понять, чтобы оттянуть силы от Советского Союза. Но это никак не был Второй фронт, потому что в это время англичане ведут тяжелейшие бои в Египте с огромными потерями в пустыне. И немецкие войска стоят уже у Эль-Аламейна неподалеку от Суэцкого канала, скажем так. В это время американцы и, кстати, англичане ведут страшную войну в Тихом океане, о которой мы часто вообще забываем. Невероятную по своей тяжести, по количеству жертв. Японские войска уже рвутся к Индии и доходят почти до индийских границ. Идет невероятная напряженности подводная война, и немецкие подводные лодки нападают на английские и американские корабли постоянно. Так что фронт в Европе никак не второй. У Англии просто не было сил. У нас очень часто представляют Черчилля как такого, вот он специально пакостит, значит, Советскому Союзу, не открывает этот фронт. Да он жаждал бы его открыть, у него не было возможностей. Это первый момент очень важный. Второй, конечно, это вопрос о том, где его открывать и как. В конце 1943 года, уже после Сталинградской битвы, после Курской битвы, как мы знаем, Сталин, Черчилль и Рузвельт встречаются в Тегеране. Черчилль вообще за годы войны совершил какое-то невероятное количество перелетов, при том, что самолетики-то были те еще, и там регулярно крушения, избивали их. При этом он уже старый человек, у него сердечные приступы один за другим. И он летит в Америку, он летит, значит, в Москву, он летит в Тегеран, он летит в Африку. Это совершенно потрясающие все перелеты. Вот когда он летел в Москву в 1942 году, то его везли на американском бомбардировщике, который не был герметичным, там надо было
было сидеть в кислородной маске. И он, значит, все прилаживался, потренировался, а потом говорит, а можно так ее устроить, чтобы с сигарой сидеть? И ему сделали. Самое интересное, что он каким-то образом мог, значит, сидеть. Он, кстати, даже часто не курил сигару, а просто жевал ее. Вот, значит, ему сделали кислородную маску с сигарой. У него было несколько воспалений легких, у него, практически был инфаркт, ему были сердечные приступы. И он продолжает вот эти и перелеты, и переговоры. Вот в Тегеране два было вопроса, которые, конечно, он прекрасно понимал их огромную важность. Вопрос первый о том, что будет с Польшей после войны. В 1939 году, когда был подписан позорный пакт Риббентропа-Молотова, Гитлер напал на Польшу, советские войска 17 сентября с востока вступили на польскую территорию. Сталин все время настаивает на том, что будут восстановлены довоенные границы государств. Под этим подписались все члены антигитлеровской коалиции. А что такое довоенные границы? Это границы 1939 года. Тогда Сталин должен отдать часть Украины, часть Белоруссии, Литву, Латвию, Эстонию, Бессарабию. Он совсем этого не хочет. Или же это границы 1941 года. Тогда Черчилль и Рузвельт должны признать вот все эти захваты сталинские. И это обсуждается в Тегеране. В Тегеране они поднимают тосты, они дарят друг другу подарки. Все вот такое прямо дружба-дружба. А за этим, конечно, скрывается невероятное противостояние, прежде всего Сталина и Черчилля. Сохранились воспоминания очевидцев, когда Черчилль что-то очередное говорил, Сталин хватал за ухо своего переводчика, он, конечно, хотел бы схватить Черчилля, и не за ухо, а за горло. Подтягивал, говорил, скажи ему, а тот переводил. Вот оно мастерство истинное переводчика. Когда он не может сказать, товарищ Сталин, отпустите мое ухо. И второй был вопрос очень важный, о том, где будет высадка в Европе. Черчилль настаивал на том, чтобы высадка союзников, англичан, американцев и свободной Франции, произошла на Балканах. Вот к этому времени уже союзники освободили север Африки, высадились в Италии, оттуда легко высадиться на Балканы. Балканы – это мягкое подбрюшье Европы, говорил Черчилль, под дых Европы ударить. Сталин говорил, это слишком далеко от Германии, давайте вы высадитесь в Нормандии и пойдете прямо к Германии. Логично. Сохранились воспоминания сына Рузвельта, который был с ним в Тегеране, который его спрашивал, а в чем здесь спор-то вообще? На что тот сказал, что дядя Джо, как он называл Сталина, и Черчилль, они совершенно не о том спорят, где там лучше с военной точки зрения. Они спорят о том, где будет влияние в Европе. Чье будет влияние в Европе? Если войска союзников высадятся на Балканах и будут способствовать освобождению Центральной и Восточной Европы, будет одна ситуация. А если войска союзников высадятся в Нормандии, то вся Восточная и Центральная Европа будет занята советскими войсками, как и произошло. И тогда здесь она будет под контролем Сталина. Вот о чем они спорят, сказал Рузвельт. Но меня волнует жизнь американских солдат. Тоже не поспоришь. Мои начальники штабов говорят, что их погибнет меньше, если мы высадимся в Нормандии. И Рузвельт поддержал Сталина. Высадка произошла в Нормандии. Восточная и Центральная Европа оказались под контролем Сталина. И следующая попытка как-то договориться со Сталиным произошла в 1945 году в Ялте, во время Ялтинской конференции. Вот это одна из важнейших претензий к Черчиллю. То, как он пошел на уступки Сталину в Ялте. Прежде всего, то, что касалось Польши, потому что было более или менее договорено о том, что вот восточные территории останутся в составе Советского Союза, зато Польшу компенсируют за счет немецких земель Запада. Как и будет сформирована послевоенная Польша. И другая страшная вещь – это договоренность о том, что российские военнопленные, а дальше все это будет расширено, и будет касаться даже бывших эмигрантов и многих других, казаков, сражавшихся в составе гитлеровских войск, власовцев, что они все будут переданы советским войскам. Страшные книги Николая Толстого «Жертвы Ялты», книги, вызвавшие много нареканий, описывается вот этот процесс, как англичане передавали даже тех, кто пытался сдаться им.
Хотя для многих из них это означало, ну, для, скажем, там, для власовцев или для казаков, воевавших с Красновым, это означало, скорее всего, смерть, а для каких-нибудь русских эмигрантов, ну, например, там 10 лет на Колыме. И это одна из очень важных претензий к Черчиллю. Иногда это объясняют тем, что он надеялся таким образом добиться от Сталина каких-то уступок в Европе. Иногда это объясняют просто тем, что Рузвельт был уже очень болен, ему осталось жить совсем немного, и не мог поддержать Черчилля. Во всяком случае, конечно, это остается очень сложным и страшным вопросом. Ну а дальше война с Германией заканчивается. 8 мая невероятные празднества в Лондоне. Черчилль с королевской семьей выходит на балкон Букингемского дворца, показывает Виктори, всеобщее торжество. И дальше новый удар судьбы. Летом происходят новые парламентские выборы. Консервативная партия, конечно, даже не позаботилась настоящую программу предложить. Их главный лозунг был «Мы выиграли эту войну». И Черчилль. Они были уверены, что все проголосуют за Черчилля. Черчилль находится в Германии, в Потсдаме, где проходит Потсдамская конференция. Там тоже много всего было интересного, и тоже шла подспудная борьба, конечно. Но формально, опять же, все друг друга приглашают. Очень смешно. Есть там история, как Черчилль пригласил... Ну, Рузвельт уже умер, значит, Трумэна, Сталина и их окружение, они все друг друга приглашали в гости. Пригласил к себе на банкет, и там играл квартет струнный. На следующий день Сталин всех пригласил, и там играл военный оркестр целый под окном. А дальше, значит, вот они заседают. С Черчиллем приехал лидер оппозиции Клемент Этли. В протоколах, значит, Черчилль говорит, ну, завтра мы с мистером Этли должны уехать в Лондон, поэтому мы не сможем заседать. А послезавтра мы вернемся. Или один из нас вернется. Ха-ха-ха, говорят все. Всем же понятно, что они вернутся оба, вернется Черчилль и вернется Этли как представитель оппозиции. А Черчилль проигрывает. Консерваторы проигрывают эти выборы. Для Черчилля, конечно, это было невероятное такое доказательство неблагодарности британского народа, страшный шок. Конечно, есть тоже замечательные воспоминания врача Черчилля, который утром в день выборов завтракал в клубе, конечно же, с неким генералом. И пишет он, когда этот генерал открыл газету и увидел результаты выборов, он настолько забылся, что даже легонько присвистнул. То есть, понимаете, для генерала, завтракающего в клубе, присвистнуть, ну, это можно было какие-то провести параллели, как бы там российский человек отреагировал, но не могу. Дума не позволяет. Это шок невероятный. Но вот так вот произошло. Значит, Черчилль остается лидером консервативной партии. Ну, конечно, он уже стар, он уже плохо себя чувствует, но он, естественно, он не может оставаться в покое, он разъезжает, он выступает с лекциями, он произносит в 1946 году свою знаменитую фултонскую речь, в которой использует понятие «железный занавес», в очередной раз показав, как он продолжает очень тонко оценивать ситуацию. Он поддерживает очень сильно идею единой Европы, хотя всегда подчеркивает, что Великобритания должна сохранить свое особое место. Не должно быть никакой федерации, в которой исчезнет Великобритания. И, конечно, вот эти вот последние годы очень тяжелы для него, ну, чисто физически, естественно, он стареет и дряхлеет, и болеет. В изнеможении находился абсолютном после войны. Психологически то, что он опять, значит, лишен, ну, не может быть, он уже, тут трудно говорить, что он лишен возможности влиять на политику, каждое его слово ловит, но, во всяком случае, он не является премьер-министром. Но, конечно, другая вещь для него страшная, тоже, которую он, в общем, предвидел задолго до этого, это то, что Великобритания теряет свои позиции. После Второй мировой войны рушится Британская империя, и Британия из великой державы, ну, может быть, там первой державы мира, становится очень важной, сильной, но все-таки не страной первого ряда. Она становится, скажем, членом НАТО. Кто главный в НАТО? Конечно, не Великобритания. И это все происходит на глазах у Черчилля, для которого это крушение того мира, которому он служил. Конечно, ему очень тяжело, но в 1951 году консерваторы снова побеждают, и он опять становится премьер-министром. Он уже очень стар
и слабый, дряхл. Все время ожидают, что он уйдет. Предполагалось, что он уйдет в 1953 году после коронации королевы Елизаветы. Его естественным преемником считался Энтони Иден, министр иностранных дел. А в это время Иден тоже тяжело болен. И Черчилль еще останется до 1955 года. Он уже к этому моменту совсем дряхлый. И, в общем, королева подталкивает его к тому, чтобы он ушел. Ему дает орден подвязки. Его предлагают сделать герцогом, но он отказывается. Во-первых, потому что, говорит, у него нет денег, чтобы соответствовать герцогскому званию. И это помешает его сыну, а может быть, его внуку выдвигаться в палату общин. Они должны будут заседать в палате лордов. Поэтому от этой награды он отказывается. Ну, наград у него уже огромное количество. И его еще Кеннеди присваивает ему звание почетного гражданина США. И много всего другого. И в 1965 году великий лев, ревущий, уходит в мир иной. И, конечно, остается в вечности. Спасибо всем, благодаря кому стала возможна эта лекция. Спасибо нашим патронам на платформе Patreon. Спасибо нашим спонсорам на YouTube. Если вы хотите нас поддержать, мы будем вам очень благодарны. И, конечно, хочется прочитать в комментах, что вы думаете о Черчилле. Согласны ли вы с тем, что это величайший британец всех времен и народов? Или же думаете вы, что не так уж он велик, что это раздутая фигура? Как вы относитесь к Черчиллю? Жду ваших ответов. Счастливо!